Конничева! 1 мая я хотел досмотреть замок в Осаке и перебраться в Киото. Погода была отличная, так что я, полный оптимизма, поехал с утра к замку Осака. Это очень красивый замок, вокруг которого раскинулся большой парк. Этакий культурно-природный остров в центре мегаполиса. Сам замок – это, наверное, главная достопримечательность города. Символ борьбы за власть в эпоху Эдо. Его разрушали несколько раз, а главная башня перестроена только в 1931 году. И вот в теории все было красиво. Утро понедельника, народу должно быть немного. Но это если не знать про золотую неделю Японии. Она очень похожа на майские праздники у нас. В Японии просто другие поводы. Начиная с дня рождения императора Хирохита 29 апреля и заканчивая праздником детей 5 мая. Но по сути это просто выходная неделя. Так что я попал в самый туристический пик. Сначала я заглянул в сад Нисинамару. Думаю, кстати, что в период цветения сакуры там должно быть невероятно красиво. Потом почти по всему периметру обошел сам замок, но внутрь идти не решился. Очередь там была впечатляющая, думаю, на час минимум. В общем, с замками вышло не очень удачно. Ни в Химедзи не попал, ни в Осаку. А это прям очень красивые замки, и в программе дальше ничего подобного уже не будет. Кстати, если выбирать из этих двух альтернатив, внешне меня замок Химедзи впечатлил больше. Пора было ехать в Киото, и так украл целое утро дня, который целиком планировалось провести уже на новом месте. Позавтракал в ресторанчике рядом с парком блинчиками в виде цветущей сакуры и стартанул в Киото прямо с ЖД-станции у парка. Google порекомендовал 2 электрички, а затем шинкансеном до Киото. Звучит сложно, но на самом деле это заняло всего полчаса. Японский общественный транспорт – это теперь мой фетиш. Отель в Киото был в 5-10 минутах от ЖД вокзала, а в 2 минутах от вокзала башня Киото со смотровой на высоте 100 метров. В отеле меня обрадовали, что придется все-таки ждать чек-ина в 15 часов, так что я оставил рюкзак на ресепшене и пошел на башню. С нее, кстати, хорошо видно, что Киото будет явно поменьше Осаки. Но вот исторических мест там просто навалом. Все-таки Киото был столицей Японии больше 1000 лет, с периода Хэйан до реставрации Мэйдзи, и это наложило свой отпечаток. Так что завтра будет очень насыщенный день. Ну а сегодня с прогулками надо заканчивать, пока ногу совсем не стер. Кстати, во время чек-ина выяснилось, что у отеля есть бонус, скидка 50% на посещение башни. Ладно, завтра вечером заценю ночной вид на город. После релакса в отеле я решил сходить в центр города поужинать. Не на одних же блинчиках жить. И вот тут я опять заценил эффект выходного дня. Первые 3 ресторана, куда я сунулся, были заняты под завязку. Мест не было вообще. В поисках заведений в Киото, где бы поужинать, наткнулся на довольно интересное место. Я так понимаю, занавешивают, когда нет свободных мест. И реально все подзакрыто. Это просто похоже на пивнушки. История в продолжении поиска места для ужина в Киото. Заскочил в 3 ресторанчика, везде занято. Отгадайте, где есть места. Бургер Кинг. Шутка. В итоге нашел все же один большой ресторан, где формат был очень похож на тот, который мне невероятно зашел в Осаке, в Дотенбури. Но здесь было мало сашими, были другие интересные пункты в меню. И вот я заказал одно киотское блюдо. Вопрос на засыпку. Что творится с беконом? Представь, что там кто-то другой не стал ползать. Когда его принесли, я сначала просто охренел. Бекон на тарелке сверху шевелился, как будто под ним кто-то ползал. Но шок был недолгим. Я быстро понял, что это просто бекон нарезан невероятно тонко, и под воздействием температуры он просто меняет свою форму.
В общем, освоение японской кухни оказалось довольно увлекательным занятием. Кстати, отдельная история во всех японских городах, где я успел уже побывать, это огромное количество вендинговых автоматов с напитками. Они есть везде, просто везде. И цены в них, кстати, ниже, чем в обычных магазинах. Как-то так.